2000 год. Шестилетний Дедрик Оуэнс находит в доме своего дяди пистолет Davis Industries P-32 и, недолго думая, приносит его в школу. На перемене мальчик сначала хвастается оружием перед одноклассниками, а позже, по пути в другой класс, встречает на лестнице Кайлу Ролан, к которой испытывает безответную симпатию. И, сказав, что она ему не нравится, стреляет в девочку. Пуля задевает жизненно важную артерию в руке, и девочка умирает. Испугавшись, Дедрик убегает, выбрасывает пистолет и прячется в туалете. Такое поведение доказывает, что, вопреки заявлениям, он понимает тяжесть своего поступка. Сидящим в углу туалета его находят учителя и полицейские. Несмотря на страшные преступления, Оуэнс не понес наказания. Многие штаты США просто не рассматривают преступления, совершенные детьми, не достигшими 7-летнего возраста, так как считается, что ребенок в таком юном возрасте просто не может действовать с умыслом. Всем привет! В сегодняшнем видео мы расскажем еще не одну историю о малолетних преступниках, но в отличие от Дедрика Оуэнса, они все в итоге понесли наказание различной степени суровости. Без лишних слов, мы начинаем. И начнем мы с девочек, ставших жертвами поп-культуры и своих психических заболеваний. 2014 год. 12-летний Морган Гейзер и Аниса Вейер заманили свою одноклассницу Пейтон Летнер в лес и попытались зарезать. 19 ножевых ранений, 2 попадания в жизненно важные органы, и все это ради того, чтобы задобрить Слендермена, страшилку из интернет-историй. Пейтон выжила, доползла до дороги, где ее заметили и отвезли в больницу. Уже через 5 часов после инцидента Морган и Анису задержали с орудием преступления в сумке. Причину своего поступка девочки не скрывали – встретиться со Слендерменом в его особняке под названием Слендер Мэншн в национальном лесу Николет в 200 милях от их местонахождения. Несмотря на сопереживание Пейтон и чувство вины за то, что они причинили ей боль, обе считали преступление необходимым злом. В итоге суд признал нездоровое состояние обеих, в особенности Гейзер, которая с раннего детского возраста видела галлюцинации, часто общалась с выдуманными персонажами и имела воображаемых друзей. И несмотря на это, дело рассматривалось как совершенное взрослыми, а не несовершеннолетними. Аниса была приговорена к содержанию в лечебнице минимум на 20 лет, а то и пожизненно. У Морган же минимальный срок содержания под стражей 40 лет. Если же состояние осужденных будет приведено к норме, то их выпустят из клиники под надзор социальных служб. Пейтон Летнер выздоровела и поступила в медицинский университет. Эта история стала вдохновением для сценаристов, а самый подробный материал по этому делу канал HBO выпустил в формате мини-сериала «Остерегайтесь Слендермена». А вот 15-летнему Джону Сильве было отказано в праве на помилование, и он отсидит пожизненный срок. Будь он совершеннолетним на момент убийства, без смертной казни не обошлось бы, а все потому, что в 2000 году он был признан виновным в убийстве первой степени. 26 мая 2000 года Сильва признался в том, что похитил 12-летнего Джерри Ли Элли-младшего, раздел, заткнул ему рот кляпом, обмотал Джерри Ли проводами и бинтами настолько туго, что тот задохнулся. Осознав, что мальчик умер, Сильва сбросил тело Джерри Ли в канализационный контейнер с септиком. Полиция нашла тело Джерри Ли спустя 3 дня. Также неподалеку было найдено подробное описание убийства, оставленное Сильвой. На суде убийца не отрицал свою вину, но причину, мотив своей жестокости так и не объяснил. Следующая история случилась в 1994 году. Эрик Смит, рыжий 13-летний мальчишка с оттопыренными ушами, весь покрытый веснушками, объявляется судом виновным в убийстве второй степени. Его жертва – 4-летний Даррен Робби. Он шел в летний лагерь в местном парке, когда Смит заманил его в безлюдное место, спрятанное деревьями, где Смит задушил мальчика, раздел, надругался над ним физически и сексуально, после чего размозжил ему камнем голову. Через неделю Смит признался своей матери, что это он убил Даррена. В тот же день семья сообщила об этом в полицию. Подростка обследовали врачи и не нашли физических причин, будь то нарушение строения мозга или дисбаланс уровня гормонов, чтобы объяснить подобный приступ агрессии по отношению к ребенку. Как оказалось, Смит и сам был жертвой буллинга в школе, его шпыняли за внешность и очки, никто не хотел с ним дружить. Психиатры посчитали, что это могло стать причиной приступа агрессии. До совершеннолетия Смит отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних, а после 21 года был переведен в колонию строгого режима, где пробыл до февраля 2022 года. Его 11-е прошение об условно-досрочном освобождении было одобрено. И после 27 лет заключения и раскаяния Эрик Смит был выпущен на свободу. Еще одна жертва, ставшая мучителем, Кристиан Фернандес, в очень юном возрасте подвергся физическому и сексуальному насилию со стороны двоюродного брата, что повлияло и на его поведение в школе.
Были случаи, когда его били и подвергали буллингу. Когда Кристиану было 12 в 2011 году, его оставили посидеть с двухлетним сводным братом Дэвидом, несмотря на то, что одни такие посиделки раньше уже закончились переломом ноги у Дэвида. Несмотря на то, что описание того дня много раз менялось, есть несколько фактов, которые оставались неизменными. Кристиан сначала кричал на мальчика, а потом пару раз толкнул его в сторону книжного шкафа, что впоследствии привело к черепно-мозговой травме у мальчика. Кристиан привел маму к умирающему ребенку, как только та пришла. Но Бионелла потратила следующие 4 часа на то, чтобы погуглить симптомы сотрясения мозга, вместо того, чтобы своевременно вызвать скорую, что впоследствии сделало ее соучастницей убийства в глазах судьи. Прокурор же настаивала на том, чтобы судить Кристиана как взрослого. Судья согласилась с подобным предложением, объясняя это попыткой оградить общество от жестокого человека, в которого вырастет ребенок. Психологи отмечали, что Кристиана уже невозможно исправить. Он мыслит расчетливо, играет в беззащитного и невиновного ребенка, при этом внутри него живет сформировавшийся убийца. Не слишком ли жестоко за непреднамеренное убийство, спросите вы? А дело в том, что суд усомнился в статусе непредумышленного преступления. Ведь в ходе расследования выяснилось, что Кристиан регулярно насиловал Дэвида. Суд рассматривал пожизненный срок для мальчика и 30 лет строгого режима для матери как соучастницы преступления. В итоге адвокаты Кристиана добились отмены части показаний, и с прокуратурой была заключена сделка. Кристиан признал себя несовершеннолетним виновным в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, что дало ему право на подачу прошения об условно-досрочном освобождении. Матери же Кристиана суд назначил 10 лет лишения свободы. В 2018 году, когда Кристиану исполнилось 19 лет, его выпустили на свободу с некоторыми ограничениями. Еще одна история о том, как насилие порождает новое насилие. Эшли Мартенсон с детства становилась свидетельницей того, как отец избивал ее мать. Городок в штате Канзас, где жила семья, был маленький. Полиции даже не нужно было называть адрес, они выезжали только услышав фамилию. Когда Эшли было 6, мать все-таки ушла от отца и очень быстро влезла в новые отношения. Когда Эшли было 9, отчим изнасиловал ее. Мать Эшли находила новых мужчин, и цикл повторялся. Пока в 2011 году мать Эшли не влезла в отношения, не вышла замуж за Томаса Айерса, судимого за нелегальное ношение оружия любителя охоты. Томас оказался параноиком, который не только применял физическое насилие к Эшли и родным дочерям, также он запрещал Эшли оставаться с матерью наедине, опасаясь, что за его спиной они устроят заговор. Но и этого было мало. Он нашел Эшли подработку, а все заработанные деньги забирал себе. В марте 2015-го, когда ей исполнилось 17, родители узнали, что Эшли встречается с парнем старше ее на 5 лет и попытались ограничить их общение. Эшли попыталась уйти из дома. Она даже уехала на несколько километров, когда Томас догнал ее на машине, чуть ли не за волосы втащил в салон автомобиля и вернул домой. Угрожал запереть ее дома и год никуда не выпускать. Представив, каким адом может обернуться такой плен, Эшли не выдержала, схватила заряженный дробовик и убежала к себе в комнату с мыслями покончить с собой. Томас орал. Томас сломал дверь, и когда он показался в дверном проеме и окатил Эшли трехэтажной бранью, она выстрелила в него, решив, что ей не обязательно умирать, если умрет ее мучитель. Первым выстрелом она ранила его в шею, а второй в голову оказался летальным. Но на этом история не заканчивается. Услышав выстрелы, мать Эшли схватила нож и побежала на второй этаж. Увидев Эшли, начала на нее кричать и даже ранила в ногу. Между ними завязалась борьба. В итоге криминалисты насчитали на теле Дженнифер, матери Эшли, 30 ножевых ранений. Эшли была арестована как особо опасная вооруженная преступница через пару дней после случившегося в соседнем штате. Экспертиза выявила у нее посттравматический синдром и большое депрессивное расстройство, которым она страдала примерно с 8 лет. Так как преступление было совершено на следующий день после ее 17-летия, Эшли была приговорена к 40 годам лишения свободы. Из них 23 года тюремного заключения и 17 лет надзора. И как это ни парадоксально, но в интервью Эшли не один раз замечала, что чувствует себя намного свободнее и безопаснее в тюрьме. Многие истории из этого видео заканчиваются тем, что убийцы подают прошение об условно-досрочном освобождении. Вам может показаться, что это несправедливо. Какая свобода убийцам?
Но это связано с изменением закона в 2012 году, когда Верховный суд признал, что безоговорочное назначение пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение для совершивших преступления в возрасте до 18 лет неконституционно. Поэтому многие истории из нашего сегодняшнего списка получаются с эдаким «но». А как происходит это условно-досрочное освобождение, проще всего будет объяснить на следующем примере. 1997 год. 14-летняя Рина Вирк, девушка из семьи, недавно эмигрировавшей из Индии в Канаду, стала очередной жертвой приступа подростковой жестокости. Ее позвала на вечеринку подруга. Подростки пили и курили на мосту, когда компания начала задирать Рину. Одна из зачинщиц прижгла ей лоб сигаретой, потом компания начала избивать девушку. После того, как та сделала попытку убежать, Келли Эллард и Уоррен Пол Гловацкий догнали Рину, заставили ее снять обувь, продолжили ее бить. В какой-то момент Эллард начала топить Вирк, что в итоге и стало причиной смерти. На момент преступления ей было 15, а ему 16, что и сыграло свою роль при назначении наказания. Да, приговор звучит как пожизненный, но с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 7 лет. В таких случаях, когда судьи соглашаются с тем, что малолетний преступник раскаялся, для начала ему предоставляется послабление режима, а именно заключенным разрешается участвовать в общественных мероприятиях в течение дня и требует, чтобы они возвращались в тюрьму каждую ночь. Все это делается для облегчения социализации. Так Келли Эллард даже родила 2 детей. Семья Рины Вирк была не против процедуры условно-досрочного освобождения для Эллард и Гловацки, а даже поддержала его. И все-таки есть истории и несовершеннолетние, на которые эти изменения в законе не распространяются. 2 февраля 1996 года 14-летний Барри Дейл Лукайтис, вырядившись в костюм стрелка Дикого Запада, прихватил с собой в школу охотничье ружье, полуавтоматический пистолет и револьвер своего отца. Дождавшись урока алгебры, он застрелил учительницу алгебры, 2 своих одноклассников, еще одну одноклассницу серьезно ранил. Остальных учеников Барри взял в плен. Согласно его плану, Барри, прикрываясь одним из учеников, хотел покинуть школу. Но тренер Джон Лейн вмешался в эти планы и, обезвредив стрелка, сдал его полиции. Да, не все было в порядке с его психическим состоянием. Врачи говорили то о биполярном аффективном расстройстве, то о клинической депрессии, к которой у Барри была генетическая склонность. Также не все было в порядке и внутри семьи Лукайтис. Властная мать, подавшая на развод за год до стрельбы из-за романа мужа на стороне, долгие месяцы планировала и говорила с сыном о двойном самоубийстве в день всех влюбленных. Сын отговорил ее. Суд рассмотрел все эти причины, но не посчитал их вескими. Барри судили как взрослого и за 2 убийства 1 степени и 1 2, плюс за попытку убийства 1 степени он получил 2 пожизненных срока и плюсом 205 лет заключения под стражей. Такие сроки даются в США, чтобы у осужденного не было права на условно-досрочное освобождение. И все-таки Барри попытался это исправить, воспользовавшись законом 2012 года. И в 2017 году, несмотря на то, что Барри закончил среднее образование и заочно получил образование в колледже, его оставили под стражей. Приговор на пожизненный срок и 189 лет под стражей остался в силе. Рассказывают, что Барри выучился на юриста и в стенах тюрьмы подрабатывает помощником юриста, помогая заключенным в составлении их апелляций. К сожалению, это только малая часть историй, в которых дети оказывались очень жестокими и давали фору многим взрослым. В истории были случаи казни несовершеннолетних, но по большей части эти случаи остались в других эпохах, что показалось нам не таким актуальным. Надеемся, вы узнали что-то новое из сегодняшнего видео. До новых встреч на канале!